Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале Гвардиюа. Перед тем, как мы сейчас полноценно погрузимся в каточку, окунемся во все эти эмоции и тому подобное, и будем гореть, радоваться, просто балдеть, кайфовать, и просто не понимать, что происходит, я хочу вам озвучить две новости и сделать небольшой спойлер. Но спойлер, если что, будет в телеграм-канале. Это мой второй спойлер, что в скором времени произойдет на моем канале. Так что... Ребят, кто не подписан на телегу, обязательно подписываемся. И первая новость, я начну с хорошей. Я сегодня хочу запустить стрим в 6 часов по киевскому времени. Поэтому, ребят, кто не подписан на телегу, подписываемся. И вдруг что случится, ну, надеюсь, конечно, ничего не случится, но я пока что планирую в 6 часов вечера по киевскому времени включить стрим. И надеюсь, ничего не поменяется. Если что-то поменяется, я напишу в телеграм-канале, естественно. А как так получилось? А как так получилось? Я что-то не понял, как это произошло. Я, наверное, кстати, криты возьму. Вот, как бы такая новость, если что-то произойдет и вдруг стрим отложится, либо перенесется, либо что-то еще. Короче, вот это вот, то, что вы только что видели, это было жертвоприношение для того, чтобы у меня была отличная и шикарная каточка на сегодняшний день. Поэтому, ребят, ставим ставки. Вот прямо сейчас ставим ролик на паузу и пишем в комментариях, какое место с таким стартом я займу. Топ-1, топ-2, топ-3. Поэтому, ребят, пишем, соответственно, в комментариях. На самом деле, я вот сейчас немножко приохренел. Я же говорю, это было жертвоприношение. У меня баф 3 людей со старта на 3-м раунде. Просто вдумайтесь на мгновение, какой у меня сейчас будет жесткий уровень к 10-му раунду. Вдумайтесь на секундочку. За каждый сейчас раунд я буду получать по 2 опыта. Это обалденно, это шикарно, это невероятно. И перейду к плохой новости. Мне нужно будет записываться к врачу, к дерматологу, потому что у меня какая-то хрень на лице, потому что, ну вот, у меня кожа вся покраснела вокруг рта, вокруг носа тоже покраснела. Это не проходит, не сходит, никакие крема не помогают. То есть я не знаю, что это такое. Печет, нереально разговаривать, ну, больновато немножко. Все лицо как будто, ну, вот, стянуто, сухое. Когда жестко улыбаюсь и какие-то эмоции передаю, у меня печет вокруг рта. Короче, как стянутая кожа, она как будто рвется. Ну ладно, не об этом. Это как бы вторая плохая новость. И я не знаю, вебка передает эту красноту или нет, но если обратите внимание, ну реально, ну все покрасневшее. Просто такое ощущение, что я только с улицы пришел, или, сами понимаете, что, естественно, немножечко там пригубил. Нет, не пригубил. Нет, это какая-то хрень, и она нездоровая, естественно, поэтому нужно будет по-любому обратиться к врачу, потому что оно не проходит, и меня это бесит. Сначала это было на одной стороне, но оно вроде бы как проходило, а теперь появилось на 2, вокруг и вокруг носа. Да хрень полная. Вроде бы, ну, до 31 декабря такое должно было произойти. Я там бы, не знаю, костюм Дед Мороза надел бы и, в принципе, вжился в роль. Но нет, так не работает. Кстати, инвестиция в хорошее будущее. Одну инвестицию мы уже вложили. Это мы первый раунд проиграли, напомню, да, это было жертвоприношение. Поэтому первый раунд мы проиграли, поэтому ничего страшного. Ничего страшного. Кстати, можно было бы продать, было бы 6 монет, но все равно не выйду. Хотя можно было бы... Не, ладно, я ничего не буду делать, потому что, смотрите, даже если я сейчас распродам несколько фигур, мне не хватит на 6 уровень. А даже если бы мне хватило, а точнее мне бы хватило, если бы я продал Фуриона, Инчу и Хускара, то ставить мне было бы некого. Было бы некого, а так, ну, хотя бы есть хоть кто-то. Хотя бы хоть парочку фигур, но я забираю. 1 хп как бы минус имею. А, ну ладно, еще минус, наверное, 3 хп сейчас будет, да? Минус 3. Не, минус 2. Где... А ничего, такой-то старт. А такой-то старт мне нравится. А такой-то старт идеальный. Короче, берем уровень. Берем уровень. Сегодня мы не будем играть на хорошей экономике. Вообще не будем на хорошей экономике играть. Сегодня мы играем по-взрослому. Максимально по-взрослому играем, поэтому сейчас вы будете видеть то, что я почти никогда ни в каком своем ролике не делал. Поэтому наблюдаем. Наблюдаем, вникаем, понимаем. Берем, максимально выходим из инкама, берем максимально быстро 8 уровень. И все. И на 8 уровне останавливаемся и идем в инкам. Надеюсь, к 8 уровню, конечно, с такими вот роллами и тому подобное, у меня будет хоть более-менее хороший стол. Но судя по тому, что мне пришел Monkey King,
то если мне упадет реликвия Гнезда Маморы, то, естественно, я могу забузить Манки Кинга. Естественно. О, ТБшка. Кстати, я не просто так, если что, вначале расширенный пул вам показывал. Я хочу попробовать собрать Свенчика. Ну, короче, драконы, ведьмаки, Свен Керри и, естественно, в комбинации со спектрой. Ну, на самом деле, в текущем патче мне спектра от слова совсем не нравится. Потому что она максимально сломанная. Вдруг кто не знает, почему она сломанная, я объясню вам. Когда она использует свою способность, если вдруг вражеские фигуры находятся к краю шахматной доски, либо же плотно друг к другу, то ее иллюзии пропадают. Круто, да? Обалденная легендарная пятерочка, прям, ну, лайк. Лайк не глядя за такую легендарную пятерочку. Вот такой вот лайк. Вот просто широкий, широченный лайк. И спойлер, ребят, небольшой такой спойлер я хотел вам сказать, но о нем я напишу в Телеграме, естественно. Хотя я вначале об этом сказал. Ну ладно, повторение мать учения, как говорится. Кстати, можно взять панду. Можно взять панду. Поставить панду вместо одной лины. Вместо одной лины. Поставить панду и иметь небольшую кунг-фу. Такое там тютелькая кунг-фу. Можно ж? Я думаю, в принципе, можно. Брать, не брать. Ну, возьму. Почему нет, правильно? Вот почему нет? Так вот. Вот просили в комментариях что-то такое интересненькое, необычненькое, что-нибудь такое экстремальное я даже назову, потому что вот на самом деле собрать драконов, ведьмаков, магов, хотел сказать. Драконов, ведьмаков и магов. Кто видел такую сборку? Ну-ка, напишите в комментах, кто видел такую сборку. Драконы, ведьмаки, маги. Я не видел и видеть не хочу, если честно. На самом деле... Ладно. Драконы, ведьмаки, Свен Керри и со спектрой в комбинации, то сложная, очень сложная, я бы даже сказал, синергия. Сложно реализовать, сложно играть. Неплохо мне, кстати, эсэфчик идет. Я не просто так, если что, беру эсэфчика. Не просто так. Эсэфчик мне необходим. Эсэфчик под демонами будет наваливать так, как никогда в жизни ни один маг не наваливал. Ну, кроме Зевса, естественно. Будем брать, знаете, из... как это правильно-то сказать? Из третьего тира фигур. Мы будем брать из третьего тира фигур. Никто так не наваливает, как СФ под демонами. Ни один маг так не может навалить. Именно из третьего тира. Здесь сам мы что-то не берем. Вот просто, видите, ну, 1800 урона, как с куста. Тут, конечно, меня сейчас по полной будут разматывать. У меня просто множество... Ну, короче, у меня воображение очень хорошо только что разыгралось, и я мог назвать немножечко другие такие темки. Вот. Но не хочу. Кстати, 32 монетки мне надо. Но через пару раундов. Вот сейчас я не буду, короче, тратить бабки. Не буду тратить бабки. Соберется у меня энное количество монет. Может рискнуть и продать этого Манки Кинга к чертовой бабушке. Просто сделать хороший, качественный контент сегодня. Без всяких имбовых фигур, без всяких вот этих тут Гнездо Маморы и тому подобное. Просто вот взять и попробовать запилить качественный контент. Вот именно, все, продал. Все, ребят, все. Все ради вас. Смотрите, все ради вас. Имбу скипнул. Но я даю гарантию, что Гнездо Маморы сейчас не упадет. Хотя на самом деле я скипнул Манки Кинга. Мне по-любому должно упасть Гнездо Маморы. Смотрите, проверяйте. Таролог Александр на связи. Погнали. Ладно. Не, ну я, в принципе, был прав. Гнездо Маморы... А, не прав. Не прав. Ой, как не прав. Ну, что? Ну, надо брать предмет третьего тира. Надо брать. Так как у меня есть SF со старта, то, в принципе, можно играть через SF пока что. Он маг. Упадет мне этот посох третьего тира, то все будет замечательно, как по мне. Можно было бы взять таинственный фрукт Сюй. И как бы я сейчас бы проиграл, получился бы вот этот фрукт. Кристалл. Не, кристалл мы берем.
в Лину засовываем. Так, надеюсь, Лина у меня скоро в 2 звезды будет. Я не просто так этот кристалл взял. Я взял этот кристалл на будущее. Это вложение в мое хорошее, позитивное будущее. Почему я так говорю? Потому что вот это вот вложение, оно окупится. Я потом засуну этот кристальчик в Свенчика. Свенчик спокойненько будет под этим кристаллом иметь много скорости атаки. Будет много тычек делать. Короче, это вложение в хорошее будущее. Не просто так я взял этот кристалл. Все, ребята. Не просто так. Запомнили. Хотя на самом деле я думаю, что лучше всего надо было попробовать мне найти посох 3-го тира. Но если бы я скипнул эти предметы, то мне бы никакой посох 3-го тира бы потом... Ой, точнее, кристалл 3-го тира ко мне не пришел. Как-то так. Как и усиление, собственно, не приходят. Там чел топ-1, который сейчас, он повторяет за мной. Он еще и ТБшку засунул сейчас в Мамору. Окей, пусть засовывает свою ТБшку в Мамору, пусть он играет на своем ТБшке, но оставь, пожалуйста, Свена и Спектру. Не трогай мои фигуры. Я, кстати, ТБшку продам, лучше выйду в бабки. Мне нужно как можно быстрее взять 8 уровень и иметь такую, знаете, небольшую надежду на то, что мне придет легендарная фигура. У-хо-хо-хо, как надо. А я теперь пожалел, что немножко продал сейчас Ведьмака-то еще одного. Знаете, почему пожалел? Потому что я бы мог поставить сейчас 2 ведьмаков, у меня было бы уже куча демонов. И вот прикиньте, у меня бы сейчас был посох 3-го тира на мгновение. Вот просто прикиньте. Его нет, но вы прикиньте. Это же был бы полный развал. Я бы с одной такой раскрутки сносил бы все здесь столы. Ни один бы стол ничего бы не мог мне сделать. Ни один. У меня было бы 1, 2, 3, 4. У меня было бы 5 демонов. С волшебниками, естественно, 5. Ну, там плюс 1 дает волшебник. Поэтому у меня было бы 5 демонов. А 5 демонов это хорош. Вон, смотрите. Бэм! А были бы демоны, у меня бы сейчас такой бы раскаст был. Ну попади! Боже вы. Вы видели, сколько мясов он закинул? Он не успеет закастить, наверное. Ну ладно, хотя бы так. Сколько минус? Это не... Я думаю, апгрейд взять. Прикиньте, он дал мне минус 12, несмотря на то, что я снес у него еще несколько фигур сверху. Охренеть. Ладно, короче, как-то так сыграем. Как-то так. На самом деле у меня сейчас ситуация очень плохая. Вот если сейчас так посмотреть, у меня нет ни денег, я слишком жестко рискнул. Но кто не рискует, тот не пьет шампанское, правильно? Тот не пьет шампанское. Понадеялся на Дискорд, но Дискорд решил не прийти. Ну и не надо. Ну и больно-то и хотелось. Тут вообще, кстати, у чувака интересный такой билд. Стоит дух 4 впереди всех. Ладно, минус 4, пойдет. Думчик. О-о-о-о-о. У меня внешка на Абадона такая стоит. Такое ощущение, что это не Абадон, а Chaos Knight. Вот серьезно. Вот такое, знаете, впечатление создается. То, что это не Абадон, а Chaos Knight. Может, 2 лины поставить? Так у меня все равно демоны не работают. Блин, ладно. Пока я думал ставить какого-то Лину, не Лину, то я мог бы поставить Пака, поставить бы, и у меня было бы 3 мага. Ну, в принципе, и так справляюсь. Поэтому пофиг. Абсолютно все равно мне. И так выношу. Нормально. Кстати, жетон отступника упал. Хороший предмет. Это отличный предмет для меня. О май гаш. Во-первых, есть апгрейд. Во-вторых, есть квапа. В-третьих, сидим дальше на лустрике. Наверное, хпшку возьму. Я, наверное, возьму хпшку, сделаю вот таким вот образом все. Ману закину в квапу. Квапа хороша.
ХПшку передам опять СФу. Я подумал, что лучше пусть у меня будет СФ немножко пожирнее. Немного. Я, кстати, не знаю, может я сейчас делаю ошибку, что передаю предметы в Лину. Ну, посмотрим. Я надеюсь, я не делаю ошибку, что передал предметы на данный момент в Лину. Ну, посмотрим. Сейчас мы это посмотрим. Так, здесь морские. Раз, два. Два морских. Окей, ну 2 морских мне сейчас как-то, ну, ни холодно, ни жарко. 2 морских — это хрень. Если бы это было 4 морских, вот это было бы заноза. Заноза было бы в одном месте. Так, там 10 лус-3 кудрю. 70 монет у второго. Можно взять, или можно не взять, или взять. Так, там уже эльф прерывает победную серию игрока 5. Это плохо. Это плохо для меня. Мне не нужно, чтобы был бы кто-то такой огромный. Там у него фуловые эльфы. Они сейчас как бы... Ну, пока антимага нету, проблем у меня тоже нету. Пока что. Как только у него появится антимаг, и он будет снова играть через эльфов и через волшебников, у меня появятся огромные проблемы, потому что этот челик сможет подстраиваться под меня. Но я надеюсь все-таки, что он антимага не найдет. Вот надеюсь, знаете, вот надежда умирает последней. И я жестко надеюсь на то, что ему не придет ни антимаг, ни кто-то другой. Кстати, я, наверное, буду брать 9. Наверное, я буду брать 9, пока у меня есть на это возможность. У меня есть пока хпшка, у меня есть ресурсы, у меня есть возможность. Все. У меня есть ТБшка, а значит что? Мы его убираем из расширенного пула, потому что, ребят, я не рекомендую никому собирать ТБшку в 2-3 звезды. Только если вы играете через него. Только если вы играете через него, то, соответственно, собираете ТБшку в 3 звезды, в 4 звезды, в 5, 10, без разницы. Но если вы не играете через ТБшку, ребят, ни в коем случае, запомните мои слова, ни в коем случае не собирайте ТБшку. Ни в коем случае. Это будет самая ваша грубейшая ошибка, которую только можно совершить. Ни в коем случае не собирайте. Я миллион раз показывал, почему ТБшка это руина. Миллион раз показывал. Короче, я уже уверен, что мой стол сейчас будет тащить. Надеюсь. Ну тут... Бей. 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 Давай, 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 давай. Вот. Нехороший ты человек. Энигма? О как. О как. Ладно, пока что мы выходим в деньги. Пока что мы выходим в винстрик. Все более-менее хорошо у меня. Но вот был бы у меня сейчас посох 3-го тира, насколько бы игра поменялась? Я бы этого эльфа взорвал бы с одной способности. С одной. Я, кстати, сейчас убрал одного демона. Я мог поставить магов сейчас, но я думаю, лучше убрать немножко демона. Поставить одну энигму. Или может в целом вообще людей расформировать. Убрать Лину. Поставить 2 демонов сверху. Это будет плюс 2 волночки к СФу. Кто вдруг не знает, как работает способность СФа, то смотрите. За каждого активированного демона вы получаете плюс 1 волночку к его способности. А это, соответственно, тонна урона. Она никак там не меняется, поэтому вы получаете тонну урона. Можно было бы реально сейчас людей бы разобрать. И поставить демонов как можно больше. Не, ну нормально. Ну, скипать умника это будет ошибкой. По-любому будет ошибкой, поэтому умника я скипать не собираюсь. Так, Волфера этого я вынес. Кунка есть, отлично, берем кунку. Вместо цемочки ее ставлю вот таким вот образом. Хорош. Хорош. Я миллион раз уже показывал, почему ТБшку не стоит керить. Вот именно если вы играете через Свена, через Спектру, потому что это падла. Во-первых, может, если вы его в 2 звезды собрали, перевоплотить вашего мейн-керри чисто случайным образом. Потому что там как-то его оттолкнут, законтрят. А ТБшка такой, ну, время перевоплощаться. Трансформеры, активируемся, там, трансформеры, собираемся, там, не знаю, что угодно, там, рейнджеры все в сборе или как-то так, короче, соединяемся по полной программе. И вот ТБшка, когда перевоплощается, у него есть возможность, что он может перевоплотить случайно ближайшую фигуру, это вашего керри, и вы будете бесслотовым Г.
А еще хуже, если в самом эпичном сражении 1 на 1 ТБшка возьмет и заберет все ХП у вашего мейнкерри. Не знаю, как это работает и с чем это связано, но, по-моему, она забирает у самого... Берем Шлемареса по-любому. Сейчас 10 возьмем. 10 я думал взять. Активировать Шлемареса. Рискнуть или не рискнуть? Ты серьезно? Можно было бы взять клинок тени. Там чел уже спектру себе нашел. На 8 уровне он себе спектру нашел, понимаете? На 8 уровне. Ладно, короче. Сейчас посмотрим. Пока что он нашел только спектру. Пока что. Я, скорее всего, зря переживаю. Нашел себе спектру и нашел себе спектру. Поливать я хотел. Но с высокой колокольни. Так вот, скилл ТБшки работает следующим образом. Он забирает самого фулового хп. Короче, он меняется хпшками с самым фуловым персонажем. Вот так это работает. И вот если у вас керри, допустим, с отхилами, он там нормально отхиливается, то будет он лоу хпшем в моменте. И все. И делаешь, что хочешь. А уже не будет ничего делать, что ты хочешь. Потому что тебя вынесут. Потому что ваншот может прилететь. Ваншот может прилететь в вашего мейн-керри. И это плохо. Это плохо. У чувака 9 винстрик. Охренеть. Я понимаю, что у меня сейчас шлем РС активирован, но ты... Свен, Спектра, Антимаг. Серьезно? На 8 уровне... Ну, со шлемом РС он, грубо говоря, сейчас ролит как на 9. Если я сейчас 9 уровень возьму, активирую шлем РС, и мне не будет такое приходить, то это будет конечно. Если кто-то думал, что я там сейчас мощную фразу выпилю, то, что я там, не знаю, удалю эту игру. Хотя... Короче, если у меня сейчас не будет адекватный стол, то я удалю игру. Ладно, шучу. Не буду удалять игру. Пока что. Пока что не буду удалять игру. Она мне нравится. Контент по ней пилить надо. Поэтому пока что не буду удалять. Я кайфую. Даже если сейчас мне приходить не будет, я кайфую. А ну-ка, взрыв. Покажи искусство. Хорош. Вот такой мне нравится. ТБшка, кстати. ТБшка с 2 радиками. Кто вдруг не знает, то ТБшка получает полный... Короче, во второй половинке своей он получает точную копию себя. С такими же предметами и тому подобное, и так далее, и так далее. Единственное, что не работает, это бессмертие. Сейчас у меня, кстати, 52 монетки. Ну, без слез не взглянешь на него. Сейчас, смотрите, 100% найдет второго Свена. 100% даю. Раз ему один Свен пришел, раз ему пришла Спектра, то он 100% сейчас найдет еще одного Свена. А там недалеко яйцо придет, либо же еще один Свен. Он его апает 2 звезды, собирает его керрит и собирает драконов ведьмаков. Ну, то есть, то, что хотел я собрать. Спорим? Я уверен. Давайте вот так сейчас. Ставите ролик на паузу и напишите в комментариях, какой процент, что чел соберет именно эту сборку. Куда? У меня сейчас 6 демонов. Поставлю сейчас побольше демонов.
Может, так как-то посильнее будет у меня стол. Ну ты это видел. Ну ты это видел. Он нашел второго Свена. Ты это видел? Нашел второго Свена. Все, ребята, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох. Короче, знаете, что я придумал? А не сыграть ли мне через СФа? Тайдуху там чел нашел. Прикольно. Ну ты отлетишь. Чел, ты отлетишь. Несмотря на все твои старания и тому подобное, ты отлетишь. Не будет вам пощады. И я буду сегодня беспощаден. Следующий раунд. Сейчас ко мне приходит посох третьего тира, смотрите. Вангую. Сейчас придет ко мне посох третьего тира. Запомнили, уяснили и готовимся к приходу посоха третьего тира. Готовимся. Сейчас все будет. Сейчас все будет. Тут такие жесткие столы, если посмотреть. Единственное, кто вот такой слабоват, это кунг-фу морские. Его сейчас абсолютно все будут выносить. Либо он поставит фуловых морских, и тогда у него будет возможность выносить, ну, тех челов, которые играют через способности. А их тут мало. Тут в основном спам, урон, с руки. Антимаг. А антимаг это хорошо. А антимаг это круто. У меня сейчас 4 ведьмака. И теперь СФ у меня раскроется на 150%. Не из-за того, что там все у меня будут считаться демонами, а из-за того, что у меня теперь не будет второй, который чувак играет на демонах, приходить ко мне и сносить мне табло. Потому что он не будет мне выключать этих... Ух ты, ё! Ну, пожалуйста. Свен. Спектра берем. Я хоть этого героя не люблю, потому что он юз... Ну и хрен с тобой с Энигмой. Одну продал, значит вторую продам. Честно, я случайно ее продал. Честно. Хотя на самом деле она не вписывается в мой стол. Но в данный момент... Ай, короче, плевать. Вписывается в мой стол. Не вписывается в мой стол. Поэтому я ее собирать не буду. Все, она мне не нужна. Это, короче, было тактическое решение. Я взял, удалил спектру, Энигму не просто так. Она мне не нужна. Все, из-за этого я ее продал. Кстати, чел, я тебе говорил, что тебе морские не помогут. Вот они тебе и не помогли. Просто с двух ног зашел. Лич идет. Не меняем. Ну, Свен. Ну, пожалуйста. Ну, мы же с тобой кенты. Свенчик, пожалуйста. Ну, мы с тобой два кента хороших. Мы с тобой столько всего прожили вместе. Я напомню, что шанс выпадения легендарной фигуры у меня сейчас 6%. Да, легендарная фигура приходит, спору нет. Но не та. Квапа у меня в 2 звезды, это в принципе окей, потому что против такого чела, который играет сейчас на драконах, ведьмаках через Свена Керри, Квапа заходит, будь здоров, так как обязательно... Пошел ты в задницу, короче. Понял? Если мы с тобой 1 на 1 останемся, я тебя уверяю, ты... Ну, я с тобой... Короче. Вот так вот делаем. Вот так вот делаем. Это пошел в задницу, Батлфурию. Честно, я до конца не верил, что ко мне сейчас придет нужный предмет. До конца не верил, то, что мне придет сейчас посох третьего тира. До конца не верил. Все. Все. Сейчас будет... Спорим? Ребята, ставим ставки сейчас все вместе в комментариях. Вот пишем. Придет ли мне Свен до конца игры?
Вот ставим ставки. Вот сейчас поставьте ролик на паузу и напишите в комментариях, придет ли ко мне Свен. У меня, кстати, 31 хп, а у топчика это 86 хп. Это проблема. Я думаю, сейчас я начну всех сносить, когда только SF 3 звезды соберу. Я думаю, что сейчас буду всех сносить. Но когда соберу SF 3 звезды. Гениальное сочетание фразы и мысли, да? Ой, а что так? Что так много людей вылетело? Раз, два. Нормас. 2 чувака вылетело. Хорош. Нормально, пойдет. У меня сейчас 7 демонов, а это означает плюс 7 волн к моему SF. Пожалуйста, SF 3 звезды. Молю, побыстрее. Мне ты необходим кровь из носа в 3 звезды. У меня сейчас SF, на самом деле, жестко заряженный. Можно попробовать найти предмет 4 тира какой-то. На самом деле, хотелось бы рефрешер. Либо же найти аганимчик какой-то. Либо же хекс. Я просто, понимаете, сейчас не хочу спешить с предметами. Во-первых, сейчас будет 30-й раунд. Это первый момент. Второй момент, я не хочу спешить с предметами из-за того, что как бы еще непонятно, что как бы собирать. Ну вот, сейчас, смотрите, с плюхами бы. А у него пока что не драконы. Ой-ой-ой! Ой, как приятно! Ой, как приятно! Сюда мои кровные денежки. Просто за один раунд вернул себе свой инкам. Понял? Но я вангую, смотрите. Я включаю свои экстрасенсорные способности. Таролог Александр. Карт у меня нету, поэтому буду гадать в уме. Вот достаю карту и говорю. Чел с первого раза найдет себе Black King Bar. То есть БКБ. Неуязвимость от магии на 5 секунд. И, соответственно, от всех видов контроля, кроме башера 4 тира. Поэтому, ребят, вангую, что такое произойдет. Смотрите, наблюдайте. И, если что, записывайтесь сразу ко мне на сеанс. Записывайтесь, если что, в чате телеграм-канала. Гарантию даю. Ну, я более чем уверен, что он сейчас БКБ найдет себе. Потому что, чтобы реализовать себе такого свенчика, вам нужно БКБ. А еще я возьму сумку Пандамена. Почему я возьму сумку... Почему я возьму сумку Пандамена? А все просто. Я, кстати, сейчас выйду полностью из инкама, потому что я хочу найти SF. Вот, один SF есть, окей. Энигма есть. Берем, потому что я уже не буду играть через Свена. Если бы... как это правильно это сказать? Если бы я играл через Свена, то я бы Энигму 100% скипал. Но так как я сейчас уже не буду играть через Свена, а Квапус, скорее всего, в 3 звезды я не соберу. А хорошо, что я не поспешил. Ой, как хорошо, что я не поспешил. Так, сюда, эсэпчик 3 звезды. Сюда, отлично. И вот так вот энигмочку апаем в 2 звезды. Все, чистый урон у меня есть. Знаете, что мне теперь нужно? Мне нужно взять 10-й. Мне нужно взять 10-й, и мне нужно кровь из носа апнуть антимага в 2 звезды. По-любому его нужно апнуть. Это будет моя мейн фигура. И знаете что? Я хочу попробовать найти рефрешер, либо цепочку. Мне нужен контроль. Чем его больше, тем лучше для меня, естественно. Ой-ой-ой. 9000 урона по рыцарю. Чисто с магией. 9000 урона по рыцарю. Как вам такое? Как вам такое, дамы и господа? Я думаю, прекрасно. Опа, клинок, сюда. Все, вот так вот берем и перерабатываем вот эти вот бесполезные предметы. Цепочка мы берем, контроль мы всегда приветствуем. Соответственно, у меня еще есть в SF предметы. О, это зверя я сейчас смету тоже. Вообще в визи. Если, конечно, там нет у него какого-то там, не знаю, шального башера, либо же хикса, либо что-то еще такого. У меня сейчас контроля достаточно. Тут самая главная проблема будет в том, что будет у этого Свена. А у него 100% БКБ сейчас нарисуется. Я не хочу просто смотреть, хотя, наверное, стоит попробовать посмотреть. Кто-то сомневался? Кто-то сомневался? Я нет. А вы? Все, ребят, записываемся на сеанс. Все. Так, и Севчик. Ну просто. Один взмах. Вот так вот. Щелчок Таноса чисто. Можно контроль еще взять, но от этого контроля уже как бы нет смысла. Нет смысла, потому что у него есть кто? Правильно, антимаг. Ой, антимаг. Свен с БКБ.
Смотрю на антимага и говорю, что у него есть антимаг. Ну, гений. Непризнанный гений. Мне, кстати, надо расстановку немного поменять, потому что если он сейчас поставит своего антимага впритык к моему SF, то у меня будет проблема. Человек, кстати, себе не ставит драконов. Он настолько в себе самоуверен, что он не ставит драконов. Прикиньте. А я возьму... А я возьму Башер. Ой, дорогой мой сладкий, как тебе сейчас будет плохо, поверь. Смотри. Это... Вот. Ну ничего, ничего. Если вдруг кто не знает, то Башер это единственный предмет, который... Он еще и бессмертие нашел. Ну да посмотри... Он еще и бессмертие нашел. Но у него объективно Свен в капе сейчас. У него каповый Свен. Максимально сильный Свен, которого только можно собрать. Единственный момент, как я могу его переиграть, это забашить его 4-м тиром. А еще, кстати, поставить фулгорн. Но момент. Мне нужно этот фулгорн найти для начала. Не буду пока спешить, потому что мне нужен кровь из носа хан. А зная свою удачу, хан ко мне придет через йо-йо-йо-йо. Вот так вот делаю. Ну-ка, смотри. Все, все. Смотрите, сейчас конечная для него. Смотрите. Ой, не следил за столом. А чё у него бессмертие не сработало? Сейчас не понял. Сработало бы у него бессмертие. У меня был еще Башар в КД. И пока у меня был Башар в КД, он бы своим бессмертием мог бы вынести мне полстола. Не, я, конечно, рад, то, что такого не произошло. Очень рад. Но в любом случае у меня куча предметов на контроль было. У меня был Башар, у меня было Безруш, у меня была цепочка. Что-то бы да откатилось к тому времени. Но это интересно. А почему бессмертие не сработало? Не первый раз я замечаю, что бессмертие почему-то не срабатывает. В чем проблема, не понимаю. Потому что это важный предмет. Ты собираешь его за очень много денег, грубо говоря, да, будем называть это деньгами. Плевать, жетонов. Ты собираешь, тратишь кучу жетонов, и ты в итоге получаешь болт. Но рефрешер мне сейчас бесполезен. Поэтому рефрешер я брать не буду. Я, наверное, возьму все-таки шмотку на скорость атаки. Пожалуйста. Ну хотя бы Горнагар. Молю. Давай, 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 мы сладкий. Не подведи. Не подведи. Боже, я как миллион выигрываю. Давай, 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 не подкачи. Боже, это даже лучше, что я хотел мечтать. А теперь бы мне одного героя. Одного, вот одного. Мне нужен Шаман Горн. Мне нужен Шаман Горн. Я, наверное, возьму Багровый Потрошитель. Потому что это скорость атаки. И я буду его под антимага делать. Все. Раз он не играет через драконов-ведьмаков, мы с ним поиграем в ту игру, которая называется «Посиди без маны». Посиди без маны, покайфуй. Ой-ой-ой, время тратит. Ой, сколько времени потратил на БКБ. Ой-ой-ой, а кому сейчас будет больно? Ху-ху! Смотрите. Башер не скидывается с бессмертия. Запомните, Башер это имбовый предмет, если вы остаетесь с каким-то героем 1 на 1. Даже 2 антимага пришло, понимаете? Понимаете, даже 2 антимага пришло на такую тему. Все. Все. Молодой горячий, тебе турбо. Но я все-таки хочу найти еще Шамана Горна. По-любому нужно его найти. Я, конечно, более-менее уверен. Более-менее. Но не до конца. Все еще не до конца. Предметы у него там каповые. Зачем, кстати, ему плита, я чуть не понял. Наверное, хотел что-то другое себе найти. А давай талисман. Боже, можно я всегда буду говорить в каждом своем ролике о том, что мне нужен какой-то предмет, и он мне будет 100% приходить? Можно? Пожалуйста, пожалуйста, всегда. Вот бы у меня еще Думка оставал, короче, в Свена. Цены ему не могу. Кстати, а как ты сдох? А как у меня антимаг сдох? Не понял.
поставить фуловый горн. Все, Саня, сосредоточься. Сосредоточься сейчас. У него уже 2 БКБ. Ну, ну ты нехороший человек. Ты нехороший человек. Я, наверное, делаю грубую ошибку, что передаю сейчас предметы в антимага, но антимаг, он когда присосется к Свену, он его не отпустит. Он его будет дожимать. Он его будет дожимать. Притом, у меня есть шмотка на возврат урона. Ой-ой-ой! Ой, а что это значит? А что это значит? Ну-ка, ну-ка, что это значит, ребята? Что это значит? А это значит искусство, взрыв. Не прогадал. Просто не прогадал. Не прогадал. Простоял чел в башике. Отдыхай. У нас с ним такая потная заруба. На самом деле, если сейчас у кого-то что-то не прокнет, то это все. Это конечное. Я на самом деле думаю, что посох 3-го тира как-то в антимага будет немного плохой. Кстати, чел пользуется авторасстановкой. В данном случае, кстати, авторасстановка это имбалансная кнопка. Знаете почему? Потому что он рандомно раскидывает фигуры. Типа, чтобы было получше, но он рандомно раскидывает фигуры, и я вот сейчас, конечно, постараюсь поймать антимагом его Свена, но это вряд ли у меня получится. Ну, вот видите. Даже возврат урона мне не помог, он тупо отхилился. А тупо он отхилился. Да, хотя бы не откиснул, у меня еще один раунд есть. Короче, знаете что, я поставлю сейчас фулл горн на следующем раунде. И все. Вот поставлю фулл горн, и все. А больше мне-то делать и нечего. Фулл горн и до свидания. Сейчас вот я на этих мобах возьму себе за стакую посох до 30 стаков. Поставлю фулл горн. И буду надеяться, что Свен присосется к горну на агр и будет долбить этот горн на агр. И все. Контроля у меня тонна. Но даже если сейчас займу топ-2, эта катка нереально потная. Сильная катка. Серьезно сильная катка. Так, ну-ка, сольешь сразу? Давай, эсэпчик. Что-то как-то мало урона, 10 тысяч все. Это просто мобы такие плотные. Я даже на самом деле не знаю, что мне сейчас за предметы на то нужны. О, Мамора пришла. Ну, я считаю, самое время для гнезда Маморы. Давайте раскроем ее потенциал. Поэтому мы ее возьмем. Мы ее возьмем, но засовывать мы туда ничего не будем. И ставим фулгуром. Ставим фулгур, наверное, по-любому. Кого мы убираем? Кому мы убираем? Я думаю, стоит убрать Энигму. Типа от Энигмы не очень сейчас много прока. Да, она бьет чистым уроном все дела, но я думаю все-таки взять, поставить фуловый горн вместо Энигмы. Либо же вместо Квапы. Или же так. Ладно, в любом случае, у меня там мало демонов было. В любом случае, у меня там мало демонов. В любом случае. Я Мельнер возьму. Больше скорости атаки, богу скорости атаки. Пожалуйста. Ой-ой, Свен сейчас присосется. Да! Я выиграл. Я выиграл. Я выиграл. Я выиграл. Кто тут батя? Кто? Кто? Чисто переиграл. Чисто переиграл скилловичка, которому пришло очень и очень жестко. И очень рано. В 2 звезды. Весь стол у него пришел почти. Просто переиграл. Все, все. Боже, я доволен. Я доволен, что его вынес. Ну, вы оцените его предметы просто. Оцените его предметы. Как же хорошо, что он не кеял себе антимага. Как же это хорошо. Боже, я счастлив. Я полностью... Я испытал сейчас тонну эмоций. Тонну. Просто все, я его переиграл. Забожил. Просто забожил. Все, божественность. Божественность на максимум выкрутил. Боже, ну это было круто. Это было круто, потому что его Свен присосался сейчас к горну. Там уже антимаг сделал свои грязные делишки. И, ребят, как вы могли заметить? Как вы могли заметить? Башер 4-го тира бессмертием не контрится.
И, кстати, у меня есть одна небольшая догадка по поводу шмотки бессмертия. И она, наверное, кстати, я чуть не обратил внимания на последнем раунде. Напишите в комментариях, пожалуйста. Я на записи, конечно, просмотрю, но напишите вы в комментариях. Шмотка бессмертия сработала на последнем раунде? Если же шмотка бессмертия в последнем раунде не сработала, то у меня есть плохие новости. И плохие новости к разработчикам. И вот как бы одна из тонкостей игры сразу раскроется. Смотрите, что я думаю по поводу шмотки бессмертия, почему она не срабатывает. Она не срабатывает по самой легкой причине. Причина заключается в следующем. Игра заранее просчитала то, что вы проиграли, а значит нет смысла предмету активироваться. Вот и все. Прикол, да? Ну, это я так думаю. Я, конечно, сейчас на записи пересмотрю последний момент, но что-то мне кажется, что именно так оно и работает. Эта шмотка не срабатывает тогда, когда вы уже раунд заранее просчитан на проигрыш. Хотя на самом деле, если это так, это самое тупое, что может быть. Потому что эта шмотка бессмертия дает вам некоторое время на пожить, и за это некоторое время на пожить вы можете снести множество фигур, которые сэкономят вам хп, даже если вы проиграли раунд. Но разработчикам, видимо, плевать на этот момент. Как-то так. Как-то так. В общем, я получил тонну эмоций, а соответственно от вас я жду комментарии по поводу этой игры. И, ребяточки, хочу сказать следующее. Покажите мне, насколько вы хотите увидеть каточку. Это орк-охотник через кабанчики и через суммоны, естественно. То есть это некромикмон, рефрешер и тому подобное. Покажите в виде лайков под этим роликом. Давайте, чем больше лайков, и просто поддержите меня лайками, естественно. Но чем их больше, тем я больше горю желанием выложить эту каточку. Поэтому все зависит от вас, ребят. Чем больше лайков соберется, тем, соответственно, быстрее выложу эту каточку. Все зависит от вас. Всем спасибо за просмотр. Не забываем подписаться на мой YouTube канал. Не забываем подписаться на мой Telegram канал. Telegram канал закреплен в комментариях, в описании. И на экране появится QR-код на Telegram канал. Всем удачи!